Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами сэр Холмс с канала Noble Source Channel. И в этом видео я расскажу вам, как можно снять видео по компьютерной игре, либо же записать рабочий стол. В общем, передать изображение ваше с экрана, сделать какое-то по нему видео. И с помощью двух программ Bandicam и Open Broadcaster Software, то есть OBS, о которых мы и поговорим в этом видео. Это видео будет первым в моем небольшом цикле гайдов, инструкций, руководств по созданию и обработке видео для того, чтобы выложить их на YouTube. Как пример, летсплей. И вот список программ, которыми я пользуюсь, чтобы создавать видео. То есть, как я уже и сказал, программы для записи Bandicam и OBS, программы для обработки заснятого материала Adobe Audition для работы со звуком и Adobe Premiere Pro для монтажа. Потом программы для кодирования, это Adobe Media Encoder. Photoshop нужен для создания превьюшек, красивых превьюшек для наших видео. И Handbrake – программа для оптимизации созданного видео, для уменьшения размера. Ну и начнем мы с Bandicam и OBS. Самые главные программы видеозахвата, которые позволяют захватывать видео с игры, либо с экрана, либо запись какого-то отдельного окна. И начнем с Bandicam. Сейчас я подробно расскажу обо всех настройках. И перед этим оговорюсь, что я не претендую на какой-то профессионализм, я сам любитель, занимаюсь этим недавно. Поэтому наверняка существуют более подробные и точные гайды. И также это видео больше подойдет тем, кто хочет делать видео по старым игрушкам и у кого слабое железо и плохой микрофон, как у меня. Ну что ж, начнем. Заходя в Bandicam, мы видим такое окно, на котором у нас представлены настройки, сразу настройки. Вкладка «Основные». Сейчас я по всем настройкам пройдусь и подробно о них расскажу. А потом мы с вами попробуем заснять с помощью Bandicam какую-нибудь игрушку и рабочий стол. И для начала папка вывода – это папка, в которую будут записываться все наши видео. Можем выбрать любую. Тут для вашего удобства все запускать вместе с Windows, запускать свернутым в трей. Дальше вкладочка «Расширенные». Нажимаем, и открывается еще окно с кучей, большим количеством разных вкладок. Тут тоже все для вашего удобства, на ваше усмотрение. Вывод. То же самое папка вывода. А вот уже более интересное отделение и наименование файлов. Можно задать какой-то шаблон, как будет называться наше видео. Первая часть названия можно поставить либо имя цели, то есть имя игры, имя окна, которое мы записываем, имя программы. Оно будет определяться автоматически Bandicam. Либо можно задать какое-то свое название, например, видео. И все наши видео будут называться видео 1, видео 2 и так далее. Но вот мне удобнее, чтобы называлось оно по имени игры. Но правда, будьте готовы к тому, что Bandicam может определить не все игры и не все программы. Может игру какую-то определить просто как Game, то есть у вас будет название Game 1, Game 2. Либо просто, если вообще ничего не может он понять, то просто будет Bandicam 1, 2. Но это не критично. Вторая часть можно задать либо порядковый номер, либо дату и время. Мне удобнее порядковый номер, а вам же на ваше усмотрение. Переходим дальше. Перехват. Оставляем по умолчанию, все галочки пусть будут нажаты. Это означает, что Bandicam может захватывать графические изображения, созданные по разным технологиям, от OpenGL до последних DirectX 12. Язык здесь понятно. Прочее. Также открывается список обширно разных настроек. Видео. Начинаем со звука. Это очень важная и полезная вкладка. Изначально она имеет такой размер, то есть галочка здесь не стоит. Мы же ее ставим. Почему? Потому что тогда у нас получившееся видео будет не одним файлом записываться, также параллельно запишутся у нас
дорожка звука игры, либо системы. И вторая параллельно дорожка с нашим голосом. Это очень удобно, потому как позволит потом нам без проблем обработать наш голос в Adobe Audition. Например, убрать шумы и повысить изначальную громкость дорожки. Поэтому оставляем. Здесь основное устройство, с которого будет записываться звук. То есть либо наши динамики. Здесь устанавливаем динамики, либо наушники. Эта кнопка настроек переносит нас к системным настройкам. Здесь дополнительное устройство, выбираем наш микрофон. Можем его отключить, чтобы звук с микрофона не записывался. Также сейчас расскажу о настройках системных микрофона. Нажимаем на микрофон, свойства. Здесь особо ничего менять не нужно, кроме уровней. Вот можете поиграться с этими настройками, они для разных микрофонов, они индивидуальны. В моем случае усиление стоит на плюс 12. Можно выставить на 24, но сейчас вот вы можете слышать, хоть голос и стал громче, но появились неприятные шумы. И если вы играете с кем-то совместно, то ваш партнер в скайпе слышит эти шумы, и, в общем, это неудобно. Проще поставить звук на плюс 12 дБ и обработать потом, усилить громкость через Adobe Audition. Об этом расскажу в следующем видео. Итак, дальше это закрываем. Веб-камера. Это если вы хотите одновременно с игровым процессом записывать ваше лицо с веб-камеры. Я этим не занимаюсь, поэтому рассказывать не буду об этом. Но, наверное, тут ничего сложного не будет, и вы разберетесь сами. Логотип. Можно поместить какой-то логотип на запись, то есть картиночку, значок, какой-либо угол экрана, любое его положение. Я думаю, что проще это сделать средствами YouTube как-то. Мне показалось, что это удобнее. Эффекты. Если я щелкаю левой кнопкой мыши, то подсвечивается красным цветом, правой, собственно, синим. И курсор подсвечен у нас. Это как раз настраивается здесь. И опции. Приоритет записи ставим средний, то есть выше среднего, да. Чтобы уменьшить вероятность лагов, подтормаживаний, фризов. Высокий не ставим, потому что система Windows плохо относится к таким высокоприоритетным процессам и может сбоить. Так что выше среднего будет достаточно. Для игрового режима пропускать запись в моментах, когда кадр не обновляется. Это на ваше усмотрение. Что будет, если галочка стоит? Например, если вы нечаянно свернули игру, соответственно, кадр перестает обновляться в самой игре, ничего не происходит. И тогда потом в готовом видео уже этот момент, когда вы свернули игру, будет вырезан из видео. Вы его просто не заметите, вырежется. И здесь расширенный метод захвата. Ставим галочку, если у вас Windows 8 и выше. Здесь мы разобрались. Настройки формата для видео. Это самая важная вкладка. AV или MP4 это на ваше усмотрение. Как вам больше нравится. Размер. Это разрешение, в котором будет записываться видео. Для YouTube мы записываем в основном 720p либо в 1080p, в зависимости от вашего железа. Так как у меня слабо, я обычно записываю 720. Еще важный момент. Вы должны сразу определиться для себя, в каком качестве будете заливать видео на YouTube, 720 или 1080. Если вы будете заливать в 720, то выставлять разрешение больше смысла не имеет, потому как при кодировании, при рендеринге эта разница нивелируется. Но при этом запись в более высоком разрешении потребляет больше ресурсов. Поэтому вот у меня сейчас выставлены такие настройки просто ради эксперимента, посмотреть, улучшится ли качество видео, которое изначально было снято в большем разрешении, но потом смонтировано с меньшим. Можно тут вручную задать разрешение, соотношение сторон, но это мы делать не будем, смысла нет. Потом можно снимать видео
в разном количестве FPS. Для нас, конечно, либо 30, либо 60 самые нужные и полезные. Если у вас слабое железо, то 30. Если сильное, то можно и 60. Также на ваше усмотрение. Затем, вот смотрите, нажимаем сюда. Тоже важная очень деталь. Если вы используете для монтажа видео Adobe Premiere, как это делаю я, то обязательно ставим CFR, постоянная частота кадров. Иначе при переменной частоте в смонтированном видео будут наблюдаться отставания звука от видео. Так что очень важно поставить галочку здесь. Кодек. Тут можно экспериментировать, но не рекомендую вам последние два, потому что они сильно грузят систему. Рекомендуемый это H264 как самый распространенный кодек. И также Motion JPEG, потому что говорят, что он загружает систему по минимуму. Ну, качество тоже, смотря какое у вас железо и сколько места у вас свободного на жестком диске, потому как записанное видео занимает достаточно много места, особенно с максимальным качеством. Но вообще разница между 80 и сотней не особо видна, так что если у вас сильнее проседает FPS, скажем, в игре, при записи в 100% качества, тогда может понизить до 80. Разница не критична и будет оптимальной. Да, еще скажу, что запись довольно сильно грузит систему. Если, скажем, вы играете в Ведьмака 3, например, у вас в среднем 30 FPS с вашими настройками графики, то при записи FPS еще просядет. Будет в среднем 20-25 в таком случае. 25-27, скажем. Поэтому будьте к этому готовы. Звуковой кодек. Рекомендуют PCM. Вообще я не думаю, что это критично. Можете поэкспериментировать. Так, здесь разобрались. Настройки автозавершения можно задать бандикаму, чтобы он завершал запись по прошествии какого-либо времени или по достижению максимального какого-то размера записанного видео. Это на ваше усмотрение. Здесь все. Автостарт записи. Это тоже на ваше усмотрение все делается. Дальше вкладка FPS. Как и Fraps, Bandicam, когда запущен, показывает количество FPS в графических приложениях. По большей части это игры. Это удобно, так как, во-первых, позволяет оценить, насколько работоспособна ваша система в данной игре. Во-вторых, он служит хорошим индикатором, началась ли запись или нет. Потому как, когда мы начинаем запись в игре, этот индикатор FPS окрашивается в красный. Когда мы останавливаем запись, он снова становится зеленым. Здесь можно задать позицию на экране для него, какую вам удобно. Можно его вообще отключить. Но рекомендую включать, так как хороший индикатор. Вообще полезная вещь. При этом в записанном видео вот эта цифра не отображается, так что не переживайте. Горячую клавишу можно задать для включения и отключения этой функции. Ограничение FPS на ваш выбор. То есть, если мы его включаем, то в игре у нас, например, если мы поставим ограничение в 60 FPS, то игра наша будет работать максимум в 60, то есть за 60 FPS выходить не будет. Также на ваше усмотрение. Дальше видео. Здесь мы можем задать горячую клавишу для старта и остановки записи. Для меня удобно это плюс. Пауза — это спорная функция. Потому что, смотрите, в каких случаях мы ставим видео на паузу? Например, если мы не хотим записывать какой-то момент, да? Предположим, мы поставили запись на паузу, потом снова продолжили, и вот переход может быть резким между первой частью и второй после паузы. Тогда мы можем этот переход с помощью Premiere Pro смягчить, например, задать плавное затухание картинки с первой части и плавное возникновение второй.
Если у нас используется функция паузы, то видео будет цельным. То есть у вас получится один большой кусок, в котором просто вырезаны какие-то моменты, когда вы нажимали паузу. И вот этот момент будет сложно найти при монтаже. В случае же, если мы вместо паузы просто останавливаем запись, у нас на выходе получается несколько кусков видео, которые которые в любом случае склеятся при монтаже, и мы сразу будем видеть, где у нас первый ролик закончился, где начался второй, чтобы задать мягкий переход между ними. Поэтому рекомендую вам паузой не пользоваться остановкой и продолжением записи. Показывать курсор однозначно. Эффекты щелчков мышки я вам показывал уже в настройках. Вот здесь. То есть можно здесь прямо отключить. Например, если вы позаписывали какое-то видео с экрана, объяснили кому-то, как пользоваться программой, как это сейчас делаю я, мы тогда включаем. Потом захотели позаписывать игру, выключили. Иначе у нас также в игре будут эти эффекты отображаться, что для игры не очень красиво. Добавлять видео с веб-камеры, понятно. Здесь настройки я уже показывал, не дублируются. Тут то же самое. Здесь есть еще кнопка шаблоны. Это уже шаблоны с готовыми настройками. То есть можно не париться и сразу выбрать, например, YouTube 720p. Но я все-таки рекомендую, конечно, покопаться самим здесь, чтобы настроить максимально оптимальные настройки для вашей системы. Изображение — это скриншоты. То есть можно делать скриншот, скажем, на F11. Это понятно. Обзор результатов. Здесь показывается все видео, которые вы записали в общем. Файлы, содержащиеся в папке, в которую записываются видео с помощью Bandicam. На этом описание всех настроек закончено. И теперь давайте попробуем позаписывать какую-нибудь игру с помощью Bandicam. Вот, например, Neverwinter хороший кандидат на эту роль. Потому что игра хоть и старая, но использует технологии 3D графики. Будет хорошим примером. А вот мы видим, что слева вверху отображается показатель FPS. Теперь мы нажмем клавишу записи. Он стал красным, значит запись началась. Загружаемся. Попробуем поиграть. Как видим, игра подтормаживает, фризит. Это потому, что сейчас происходит запись внутри записи. Две записи одновременно. В то время, когда же запись одной программой довольно сильно нагружает наше железо и систему, а уж запись внутри записи так тем более. Вот сейчас отключим запись. Вот видим, что как-то поживее стало сразу. Вообще имеет смысл иметь две программы записи, хотя бы для того, что если какая-то одна игра не дружит с Bandicam, возможно, с OBS она будет работать лучше. Итак, мы позаписывали видео, теперь посмотрим, что получилось. Открываем папку, куда у нас сохраняются записанные видео. В моем случае это вот. Вот это видео. Вот как мы видим, все прекрасно записалось. Но нет звука. Почему? Потому что, во-первых, в самой игре звук я отключил. Во-вторых, дорожка со звуком у нас, как вы помните, записывается отдельно. Вот она. А вот эта дорожка со звуком. Но звук у нас в игре отключен, так что. Голос тоже записался, но он тихий. Но его мы усилим с помощью Adobe Audition. Про Adobe Audition расскажу в следующем видео из этого цикла. И теперь поговорим о записи в экранном режиме. Переходим, у нас появляется такая плашечка. Настройки все те же здесь. Поговорим о ней. Сейчас у меня стоит запись полного экрана. Попробуем позаписывать.
Вот запись началась, что-нибудь поделаем. Переходим по папкам. Остановим. Сейчас мы найдем. Открыть папку вывода. Она у нас вот. Вот то же самое. Вот можем в полноэкранном режиме посмотреть. Все замечательно записалось. Голос то же самое. Отдельно голос, отдельно звук. Также можно задавать какую-то определенную область для записи. Например, скажем, хотим снимать область экрана разрешением 640 на 360. Вот у нас образуется такая рамка, которую можно двигать. Можем снять, например, вот этот участок. Можно размеры рамки менять и записывать. Пробуем. Можно и так двигать во время записи. Посмотрим, что получится. Да, вот у нас записалась только часть, и как мы ее двигали, так оно и записалось. Также здесь же можно задать, чтобы записывался полный экран, как было изначально у нас. Можно эту плашку также скрыть. Тогда она будет отображаться в трейле у нас. Ну и здесь, собственно, все. Еще хорошая функция, которая позволяет записывать определенное окно или область окна. Например, можем попросить бандикам записывать самого себя. Таким образом. Так. Задаем. И вот, рамка прекрасно обрамляет наше окно, что очень удобно. Нажимаем запись. Достаточно. Вот появилась запись. И как видим, записалось одно только окно бандикам. Теперь поговорим о том, зачем вообще нужна запись в экранном режиме. Чем она полезна? Она полезна тем, что помогает снимать старые игры. Старые игры удобнее снимать не в игровом режиме, а именно в экранном режиме. Потому что зачастую технология захвата бандикам не поддерживает 2D приложения, то есть игры с графикой в 2D, или же игры с изометрической графикой, как Diablo и прочие игры 2000-х годов, Baldur's Gate и так далее. Такие игры лучше записывать в оконном режиме, то есть открываем игру в окне и записываем ее. Давайте попробуем на примере Fallout. Нет, лучше на примере The Elder Scrolls Arena. Итак, игра открывается. Переходим в запись экранного режима. Выбираем «Указать окно». Указываем область окна внутри окна с ареной. И вот. Нажимаем запись. Запись пошла. Сейчас мы что-нибудь поделаем здесь. Для большей наглядности. Все, достаточно. И посмотрим, что получилось. Вот, как видим, записалось только то, что происходило в окне. Теперь это можно все удобно отредактировать уже в Premiere Pro. Как работать с Premiere Pro, я покажу в другом видео уже. По поводу бандикам у меня все. Про все настройки я рассказал, как пользоваться тоже показал. Теперь поговорим с вами про OBS. С помощью OBS как раз я снимал первую часть этого видео. Вторую часть я буду снимать с помощью бандикам и рассказывать уже про OBS. Итак, для этого перехожу опять же
запись в экранном режиме. Выбираю полный экран. И для красоты скрываю рамку. И начинаю запись. А здесь же запись останавливаю. Итак, теперь запись происходит уже через Bandicam. Вот, как видим, тут пошел индикатор размера видео. И теперь поговорим про OBS. Итак, самое главное, с чего мы начнем, это источники. Чтобы начать что-то снимать с помощью OBS, нужно добавить это что-то. Например, хотим снимать рабочий стол. Нажимаем правой кнопкой мыши «Добавить рабочий стол». А так как он у меня уже добавлен, тут можно что-то настроить, но вообще я оставляю настройки по умолчанию, этого будет достаточно. Угу. Рекомендуют выключить аэро. Это все не так важно. Вот, пробуем начать запись рабочего стола. Вот тут окно предпросмотра, мы можем сразу видеть, что мы записываем. Посмотрим, что получилось. Сюда у меня сохранялись видео из OBS. Сюда же только что сохранилось видео, которое мы снимали. Так. Окно предпросмотра, мы можем сразу видеть, что мы записываем. Также видим, что прекрасно записалось все, что происходило у нас на экране. Пока что удалим лишние источники. Также можно вот добавить определенное окно, что опять же удобно в случае старых игрушек, которые лучше запускать в оконном режиме. Вот. Попробуем позаписывать Bandicam. Так, вот оно у нас добавилось. Начинаем запись. Как видим, записывается только это окно с Bandicam, и рабочий стол у нас почернел, то есть он не записывается теперь. Ну, то же самое можно проделать с любой игрушкой, открытой в оконном режиме. Теперь перейдем к записи в полноэкранном режиме, ну, то есть к записи игр. Для этого рекомендуется открывать OBS от имени администратора. И чтобы OBS определил игру среди источников, нужно сначала ее открыть. Попробуем на той же Neverwinter Nights. Да, теперь ее нужно свернуть. Правой кнопкой добавить. Добавить. Игра. Вот он видит Neverwinter Nights в списке открытых приложений. Нажимаем ОК. И пробуем что-нибудь записать. Горячая клавиша записи нажата. Двигаем курсором. Отжимаем. Смотрим, что получилось. Ну да, вот мы видим, что записалось. Записывали мы окно Bandicam. А вот у нас записался сюда прекрасно Neverwinter Nights. Теперь по настройкам. Здесь есть несколько вкладок. Общее. Тут все для вашего удобства, на ваше усмотрение. Кодирование. Здесь остановимся поподробнее, поговорим. Есть три вида кодировщиков. NVIDIA NVENC предназначен для кодирования средствами видеокарты. Если у вас видеокарта NVIDIA GeForce серии 700 и выше, тогда рекомендуется использовать именно его. Когда нагрузка на процессор становится меньше, и FPS в игре также проседает меньше. QuickSync это кодировщик для процессоров Intel. Тогда уже
Кодирование происходит средствами процессора, и это рекомендуется в случае, если у вас видеокарта не от NVIDIA, либо старая видеокарта или слабое железо. В моем случае как раз выбран QuickSync, потому что путем проб и ошибок я установил, что для меня QuickSync удобнее, он грузит систему меньше, FPS проседает меньше. Ну, также он показан тем, у кого, скажем, ноутбук с видеочипами, встроенными от Intel. То есть в моем случае есть интегрированная карта Intel и дискретная от NVIDIA. И кодировщик 264. Ну, это во всех остальных случаях также распространен. Так что все зависит от вашего железа тут в этом случае. Дальше, постоянный битрейт. Спорный момент. Я уже описывал, что дает постоянный битрейт в Bandicam. Что если записывать без него в Bandicam, то при монтаже в Adobe Premiere могут возникнуть проблемы. Однако при записи через OBS я таких проблем не наблюдал. Так что на ваше усмотрение можете поставить постоянный битрейт. Однако я нашел в сети один гайд, в котором человек рассказывал, что у него лагали стримы с установленным постоянным битрейтом. Поэтому это все на ваше усмотрение. Вообще OBS, он больше предназначен как раз для стримов. Самая популярная программа среди стримеров. Но умеет он и записывать тоже неплохо. Качество видео. Ну, тут все понятно тоже по аналогии с Bandicam. Его можно менять только если выбран кодировщик 264. Можно поменять и обратно выбрать нужный нам, например. А самый важный показатель это битрейт. Чем выше битрейт, тем выше качество видео. Поговорим немного о нем. Насколько я знаю, YouTube, когда мы смотрим в качестве 720p, выдает нам битрейт 5000 килобайт в секунду, килобит. Но при этом сам YouTube рекомендует заливать видео в 720p с битрейтом в 15 тысяч килобит в секунду или 16. Поэтому если мы хотим записывать в качестве 720p, то с одной стороны нет смысла ставить больше, чем 16. У меня опять же стоит в качестве эксперимента большее значение. Но вообще, если у вас железо позволяет и место на жестком диске, лучше поставить битрейт побольше. Если говорить о 1080p, то там битрейт выше. Дальше, аудио. Тут оставляем по умолчанию, в общем-то, но можно выставить максимальные настройки, что на звуке особо экономить смысла нет. Лучше мы сделаем самый качественный звук, какой возможно, с лучшим битрейтом. Тем более, что много места он все равно не занимает. Видео от этого не становятся более тяжелыми. А дальше трансляция. Здесь у вас по умолчанию будет стоять формат FLV. Проблема в том, что Adobe Media Encoder, то есть Adobe Premiere, не умеет работать с файлами FLV, поэтому прямо вручную прописываем ему MP4. Ну и также можно задать путь, куда будут сохраняться видео. Dальше. Видео. Тут можно выбрать видеокарту, если у вас более одной. Разрешение можно задать вручную. То есть, например, если вы снимаете в 1280 на 720, то есть 720p, можно задать такое же разрешение. Ну, можно оставить свое, это не так важно. А также можно, если у вас более двух мониторов, выбрать, с какого именно будет записываться. Масштабировать разрешение. Ну, довольно бесполезная функция, но тоже оно только ухудшает качество видео. И можно задать, в каком количестве FPS будет записываться видео. 30 или 60 или какое-то смежное значение для нас. Ну, можно еще для ускорения работы системы поставить галочку, чтобы включалась аэро при записи. Аудио. Вот тут хочу оговориться, что главный недостаток OBS в сравнении с Bandicam, что нельзя отдельно записывать дорожку с голосом. То есть
у вас будет общая дорожка видео, звука в игре и звука вашего голоса. Это очень усложняет обработку звука. Если у вас плохой микрофон особенно, то будет сложнее выровнять громкость и сложнее удалить шумы. Это плохо. Но бывает, что выбора не остается. Какие-то игры хуже работают с бандикамом. Ну и тут тогда можно тонко настроить силу микрофона нашего и звук игры. То есть настроить так оптимально, чтобы игра звучала довольно тихо, чтобы наш голос звуки игры не перебивали, не перекрикивали. Ну и тогда уже в Adobe Audition мы без проблем также сможем звук обработать. И можно тут как раз вот выставлять усиление микрофона. То есть чем оно больше, тем громче записывается наш голос. С этими настройками нужно вам поэкспериментировать, настроить оптимально. Горячие клавиши, тут все понятно. Я из этого всего пользуюсь только кнопкой начать запись и остановить запись. Назначаю одинаковые клавиши. Расширенные настройки. Ставим приоритет выше среднего, приоритет записи. Высокий не рекомендуется также. Предустановки кодировщика Best Quality. Ну, это если вы выбрали QuickSync, если же выбрали другой, то тут будет либо X264, либо NVIDIA NVENC. Профиль кодирования High. Это все делается для максимального качества нашего видео. CFR, то есть опять же постоянная частота кадров. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем ее продублировали, если она уже вот здесь есть. Ну, тут правда битрейт, а тут постоянная частота кадров. Ну что, в общем-то, одно и то же. Но у меня выставлена постоянная, потому что Bandicam у меня записывает в постоянной. И, соответственно, настройки Adobe Premiere Pro для монтажа видео у меня ориентированы уже на постоянную частоту кадров. Ну, об этом в другом видео про Adobe Premiere. Вот эта функция чисто для мощных компьютеров. Можете поставить в таком случае. На всякий случай подгонять звук под тайминг видео тоже ставим, чтобы, не дай бог, не было каких-то отставаний звука или видео. Ну и здесь все. Можно задать индивидуальные настройки нашему кодировщику, QuickSync в моем случае. Вот я на всякий случай выставил здесь максимальный битрейт. Тоже по умолчанию он там стоит около 3000, что ли. Вот. Ну, так как я все записываю в постоянном, и я поэтому задаю вручную все это. Шумовой гейт. Он помогает справиться с шумами, подавить фоновые шумы. То есть, когда мы молчим, микрофон отключается, если включен этот шумовой гейт. То есть вообще ничего не ловит. И, соответственно, никаких шумов тоже не будет. Но я рекомендую им не пользоваться, потому что мы все равно будем обрабатывать наш голос с помощью Adobe Audition, что удобнее и эффективнее. И на этом все. Про все настройки я вам рассказал. Как записывать с помощью OBS также показал. Поэтому в этом видео мы заканчиваем. Следующее видео будет по Adobe Audition, в котором я расскажу, как обрабатывать голос в записанном видео. Ну а на этом все. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.